Я вот уже говорил вам, рассказывал о весьма полезном на кухне предмете, как рисоварка. Многие думают, что, мол, рисоварка это не профессионально, это нехорошо, я крутой повар. А я не стесняюсь пользоваться рисоваркой. Знаете, во-первых, рисоварка может приготовить рис не обязательно липкий, как требуется для японской кухни или корейской кухни. Кстати, рисоварку придумали именно корейцы. Но рисоварка отлично готовит и рассыпчатый рис, как для азербайджанского плова. Даже узбекский плов можно приготовить при помощи рисоварки. Вот если у вас есть глубокая сковородка, обжарили мясо, лук, морковку, зира, чеснок, ну все это знаете, да? Переложили сюда, долили столько воды, сколько написано в инструкции по рисоварке, чуть-чуть покипело, опустили рис, закрыли. У нее есть два режима работы. Один режим работы, вот он называется кук, да? Вот видите, загорелась красная лампочка. Тускло, но горит. Во время режима кук рисоварка разогревается очень сильно и использует довольно много электроэнергии. А потом, когда температура внутри рисоварки достигнет 125 градусов, она автоматически переключится на режим warm, да? Тепло, поддерживает тепло. При этом режиме она использует очень мало электроэнергии и просто поддерживает тепло внутри этого, можно сказать, казана. И получается отличный превосходный плов. Но я вам еще как-то раз рассказывал про вот такую сетку для приготовления риса. Вот эту сетку японцы придумали, именно японцы, да. Значит, какой принцип работы? Открываете вот эту рисоварку, либо кастрюлю, лучше даже когда кастрюля. Вы опускаете эту сетку внутрь кастрюли, вот так вот, заливаете водой, опускаете туда рис. Рис варится, ну, буквально по секундомеру. Мы с вами недавно готовили азербайджанский плов. Вы знаете, да, что рис варится там от 6 до 12 минут. Каждый сорт риса по-своему. Но потом, когда начинаешь его оттуда доставать, какой-то рис выходит, что варился 7 минут, какой-то рис варился 9 минут. Потому что 2 минуты достаешь оттуда рис. А так, взял за концы вот эту вот, ну, это не марля, это специальный материал, который не имеет никакого запаха, который не несет в себе абсолютно ничего вредного. Уж не беспокойтесь, японцы волнуются о своем здоровье гораздо тщательнее, чем мы. И поднимаешь рис, поднял рис, одним разом весь рис вышел, вода стекла, вот тебе рис готовый. Но сегодня я хочу использовать рисоварку и эту сетку для приготовления риса для совсем другого продукта. Я сегодня в этой рисоварке и при помощи вот этой марли сетки хочу приготовить сыр. Да, домашний, из натурального молока, настоящий сыр. Мы уже не первую серию показываем вам с молочными продуктами, приготовленными дома. Показывали масло. Видели? Как их показывали. Вот сыр сегодня покажу. А еще, кто не видел, обязательно посмотрите. Каймак. О, это такая вкуснятина. Чтобы и сыр получился вкусным, достойный нашего с вами стола, молоко должно быть жирным. Фермер, который мне продает это молоко, говорит: Сталик, ну сейчас зима, коровы кушают так себе, вот, и поэтому, к сожалению, молоко не очень жирное. Я говорю: хорошо, не жирное, да. Дай мне пару литров сливок. Вот он сделал для меня сливки, и вот 10 литров молока, и в результате получится очень хорошее, очень жирное, очень вкусное молоко. Наверное, и сыр таким будет. Я пока молоко наливаю, расскажу вам одну историю. Я приехал на один банкет. Ну, готовлю там для одного знакомого, для друга всякую еду. Все вкусное готовлю. О, такие вещи готовлю очень вкусные. И тут приходит ко мне, ну, на эту импровизированную кухню один из гостей, грузин. И дает сверток с сыром. Говорит: порежь, пожалуйста, этот сыр, поставь на стол тоже.
хочу. У меня здесь шашлык из утиной грудки. У меня здесь шашлык из чилийского сибаса. У меня тут плов шикарный. У меня тут мраморная говядина. У меня тут что только нету. Чё ты тут сыр несешь, свой домашний сырка? Ну, тем не менее, человека обижать не стали. Начали нарезать. Я попробовал этот сыр. Когда я пробую что-то вкусное, неожиданно вкусное, я вздрагиваю. Я по этому принципу оцениваю рестораны. Сколько раз я там вздрогнул? Чаще всего ни разу. Бывают рестораны, где я вздрагивал 4 раза, там 2 раза. Это очень хорошо. От этого сыра, ребят, я вздрогнул. Вернулся к нему минут через 15, попробовал еще раз и тоже вздрогнул. И после этого я решил, что я должен научиться делать сыр не хуже того, что было у этого грузинского парня. Сливки. Ух! О, как пахнут! Осталось все самое жирное там внутри осталось. Ничего, сейчас дольем, сполоснем баночку молоком, выльем обратно, и молоко уже можно нагревать. Очень многие предпочитают прокипятить молоко для того, чтобы приготовить из него сыр. И ничего страшного, сыр получится. Куда он денется? Слушайте, вот эти эффективные менеджеры, бизнесмены, они готовят сыр из чего, знаете? Берут вот сухое молоко, порошок, да, берут там это пальмовое масло, берут воду из крана, и у них получается сыр. А что из кипяченого-то молока не получится? Но если хотим приготовить очень хороший сыр, то все-таки молоко должно быть цельным. Только о здоровье надо заботиться. О здоровье надо заботиться очень сильно. Вот выкопали на даче, к примеру, колодец. И говорим, ох, у нас свой колодец или артезиан. Не, не спеши радоваться. Возьми эту воду, отнеси в лабораторию, проверь. Или вот говорят, а это корова домашняя, и поэтому молоко кипятить не надо. Вот от домашней-то и надо кипятить молоко. На большой ферме это молоко от всех коров, там, не знаю, там 4000 коров, каждый день проверяют. Ищут, нет ли там бруцеллеза или каких других болезней, да? После которых, может быть, придется вырезать всю ферму. С домашним молоком следует быть осторожным. Фермер должен иногда хотя бы относить это молоко и проверять, нет ли там чего, потому что эти болезни такие. В общем, это на ваше усмотрение, не буду портить вам аппетит. Некоторые добавляют для изготовления сыра в молоко соль. Но я вам предложу другой способ. Если вы хотите все-таки, вот, чтобы сыр был такой подсоленный, кстати, подсоленный сыр гораздо лучше хранится, я вам предложу другой способ. А сейчас мне надо дождаться, пока молоко нагреется до 35 градусов. Больше не надо. Я не буду его кипятить. И имейте в виду, что при 35 градусах никакие бактерии, никакие вредоносные бактерии не погибнут. Ни вредоносные, ни полезные. Кстати говоря, вот полезные бактерии, ну, скажем, молочно-кислые бактерии, да, добавить можно. За счет этого вкус сыра меняется в хорошую, в правильную сторону. Когда в молоко для приготовления для сыра добавлено немного кислого молока, хорошего вкусного йогурта, то сыр, на мой взгляд, получается вкуснее. Сейчас вот сыровары научились делать сыры, знаете, не хуже, чем итальянские и так далее. Но вот бывает, пойдешь в супермаркет, покупаешь где-то моцареллу, где-то там буррату, это, знаете, такой сыр вот в мешочках. По первости у них, у всех практически производителей, сыр прямо не нарадуешься. А потом чуть-чуть научатся зарабатывать деньги, и сыр становится абы какой, принимает какой-то импотентский вкус. Я не понимаю, в чем дело. Им что, трудно делать точно так же, как задумали? Не понимаю. Не хочется думать обо всех людях, как о каких-то халтурщиках. Я добавил кислое молоко, но не беспокойтесь. Основная часть молока
из-за этого кислого молока не свернется, не створожится. Вообще говоря, задача во время приготовления любого сыра коагулировать молочный белок, чтобы он свернулся, чтобы образовал сгусток. И этот сгусток имеет другую природу. Можно же просто кипятить молоко и добавить туда какую-то кислоту, да, хоть лимонную кислоту, и она свернется, да, вот, если оно нагрето, образуется творог. На некоторых языках так называют творог-сыр, потому что это похоже. Но на самом деле творог и сыр имеют разную природу происхождения, потому что сыр должен производиться от сычужного фермента. Что такое сычужный фермент? Теленок, когда рождается, в его желудке еще не присутствуют ферменты, которые способствуют пищеварению, перевариванию лактозы. Да? И поэтому природой заложено в его желудке первую неделю имеется вот этот сычужный фермент. Далее он исчезает. Поэтому, чтобы получить натуральный сычужный фермент, теленочка приходится резать в первые 7 дней. Для того, чтобы потом с его желудка соскребать буквально какие-то доли грамма, для того, чтобы заквасить вот такое или гораздо большее количество молока. Я прикрою, чтобы быстрее нагрелось, несмотря на то, что стоит на мощном нагреве. Но молоко было прохладное, в гараже стояло, поэтому нам надо его довести до 35 градусов, иногда помешивая, чтобы пенка на поверхности не образовалась. Мне почему-то жалко этих телят. Телятину люблю, а вот теленка, зарезанного ради сычужного фермента, мне жалко. Уже много лет назад я купил вот эту закваску для приготовления сыра. Японская закваска фирмы Миита. Рекламирую спокойно, потому что теперь, наверное, ее уже и не купить нигде. Но эта закваска изготовлена не из сычужного фермента, а из грибов. Представляете себе, японцы нашли фермент, который содержится в грибах, который работает точно так же, как сычужный фермент. При помощи него можно сделать сыр. Здесь 1 грамм. И этого 1 грамма достаточно для 100 литров молока. У нас здесь сейчас получилось, 13-15 литров, да? То есть этого слишком много. И поверьте, пожалуйста, у меня не очень большой опыт вот в таких делах, да? Есть, наверное, люди и поопытнее меня. Но мы сейчас будем с вами заниматься тем, что делить дорожки. Делить вот эту закваску на дорожки. Куда я дену остальную закваску, я не знаю. Мне сейчас нужна закваска на 13 литров. То есть примерно 1/7 часть. Примерно 1/7 часть. Это будем считать на 50 литров. Убрали. А вот это надо разделить на 4. И получится примерно 12,5. 13. Правильно я говорю? Правильно. Арифметика была сильной стороной ученика Сталика Ханкишиева, школы номер 16 города Ферганы имени Ленина. Ну и вот этой закваски достаточно для 13 литров. Ну, кстати, как здесь молоко-то? Проверим. Самый лучший термометр у меня губы. Да ведь молоко-то уже согрелось. Ох, какое вкусное получилось у нас молоко! Знаете, вот эти сливки жирненькие, да, и это кислинка правильная такая. О, я чувствую, получится у нас неплохой сыр. Сыр должен получиться неплохим. Еще раз. Все, 35 градусов есть. Если у вас нет такого опыта, как у меня, купите себе термометр. И вот что. Закваску лучше не высыпать вот сразу в эти 15-20 литров молока, да? А лучше развести закваску, скажем, вот в кружке, либо в ковшике. Так она распределится по молоку более равномерно. Ну, где здесь наши заветные 0,13 грамма? А? Вот они. Вот они. Где вы купите закваску для сыра? Я не знаю. Я работал над книгой, в которой содержится глава о молочной кухне.
в 8-м, 9-м году, в 10-м году она уже была готова у меня, поэтому даже тогда, 15 лет назад, при том еще интернете, я спокойненько все нашел через интернет. И тогда мне пришлось куда-то ехать, к какой-то станции метро, где мне вот вынесли коробку, в которой было 100 пакетиков, вот, ну, и каждый пакетик на 100 литров, да. Сейчас ведь и ехать никуда не надо. Вам привезут все домой. Но давайте вы не будете мучить меня, а будете мучить поисковые системы. И найдете, и обрящите. Итак, переливаем закваску и ждем минут 40-50, пока молоко не пойдет сгустками. Сейчас произойдет чудо. Не знаю, случится ли это на ваших глазах или чуть попозже. Я выключу рисоварку из розетки, потому что даже в режиме warm, то есть поддержание тепла, она все равно продолжает нагревать молоко. А выше греть не надо. 35 градусов оптимальная температура. И нам всего лишь навсего надо подождать. Минут 40-50. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше.
Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таржин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Вот прошло где-то 40-50 минут, и посмотрите, что образовалось в кастрюле. Видите, да? Такой сгусток молочный и желто-зеленая сыворотка. То есть все произошло правильно, то есть все произошло как нельзя лучше. Ну а теперь, как я и запланировал, сеточку поднимаем, сыворотка сливается, а молочный сгусток почти весь остается вот здесь, в сетке. Надо было сетку более тщательно выкладывать, чтобы она прямо вот прилегала к стеночкам кастрюли, рисоварки. Я не делал сыр уже, наверное, лет 10, может быть 12. С тех пор, как работал над своей книгой, которая называлась «Казан, Баран и Дастархан». Это была книга преимущественно об азербайджанской кухне. И именно с этой книгой я впервые вышел, так сказать, на международную арену. Поехал в Париж. Выставка кулинарных книг проходила в Лувре. Представляете себе, Лувр, и там кулинарные книги. И в Лувре мне позволили провести мастер-класс. Выставка проходила 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. В час дня, в субботу, в Лувре, самое коронное время, мне дали для того, чтобы я провел мастер-класс. Народу собралось, посол Азербайджана пришел, пришли представители диаспоры. Все очень волновались за меня, там такие именитые итальянцы до меня выступали. Я вышел, приготовил 5 штук пловов. Угостил всех халвой-пахлавой, который привезли из Баку с собой. И в воскресенье вечером проходила церемония награждения. 205 стран. 1200 участников. Вы представляете себе, как я волновался? Аж до сих пор вот чуть ли не слезы на глазах. Как я волновался. И тут говорят, первое место за книгу о национальной кухне стали Ханкишиев, Россия, Узбекистан, Азербайджан. Посмотрите фрагмент. Плохо снято, любительской камеры. Ну, посмотрите, это может быть один из самых счастливых моментов моей жизни. Так вот, эта книга, которая получила первый приз, а потом еще и на выставке во Франкфурте, была названа лучшей книгой о национальной кухне за последние 20 лет, содержит в себе целую главу о молочных продуктах. Потому что молочные продукты – это во многом основа нашего питания. Понимаете? Хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми?
Кормите их молочными продуктами. Пейте, дети, молоко. Будете здоровы. Помните песенку такую? Вот, я помню. Кушайте, мужики, сыр. Женщины, творог. Очень полезно. Для суставов, для костей. Ну и вообще, вот сыр, сливочное масло и лаваш. Что еще нужно азербайджанцу для хорошего завтрака? У нас даже пословица такая есть. Спрашивают один другого, как дела? А он говорит, я ваш, пендир лаваш. Что переводится потихоньку, сыр и лаваш. Ну, про масло забыли. Вот когда сыр, масло и лаваш, это просто очень хорошо. Поэтому я обещаю вам, что те мои подписчики, которые повторят все то, что я сделал, будут кататься как сыр в масле, завернутый в лаваше. Знаете, если вот эту сыворотку поварить еще довольно долго, будет собираться пена. И эта пена является ничем иным, как сыром под вкусным названием рикотта. Вот теперь вы оцените сейчас, как полезна сетка, как полезны мои советы. Попробуем отжать влагу еще. Ну, почти что не выходит. Ну и ничего страшного. Кладем вот на такую наклонную поверхность. И сверху необходимо поставить гнет. Какой-то тяжелый груз. Один из подписчиков прислал. Вот тогда, лет 12 назад, колода. Пусть постоит под гнетом минут 10-15. Влага отходит, довольно активно отходит. Это очень хорошо. Но можно поступить вот как. Можно все очень ускорить. Сливаем сыворотку. Отличная сыворотка. Молочный сгусток. Видите, какой он? Он уже чем-то что-то похож. Ну, как будто творог сделали только что. Необходимо взять и разрезать ножом. Осторожно, с сеткой. Вот просто так вот, кубиками. Раз, два, три. Чуть надрезы какие-то сделали. Ага. Можно повернуть, помешать. Вот на этом этапе в сыр можно добавить зелень. На этом этапе сыр можно даже посолить. Соленые сыры хранятся лучше. Некоторые хранят сыр в соленом рассоле. Тоже получается очень хорошо. Пусть вас не смущает вот такое количество сыра. Его не выйдет 2 или 3 килограмма. Нет. Поэтому солите аккуратнее, чтобы сыр не оказался впоследствии пересоленным. И снова собираем его точно так же, как было, в комок. И оставляем еще раз под гнетом. Этот процесс необходимо повторить 4-5 раз. И сыворотка с каждым разом будет отходить еще и еще. И сыр будет становиться все плотнее и плотнее. Сколько раз вы его разрежете, столько раз он снова склеится, превратится в один сплошной кусок сыра. Я это повторю за кадром, без видеокамеры. А потом мы с вами попробуем свежий, совсем молодой сыр. Такой сыр в ресторане Поле Бакюза подают в качестве десерта. Этот сыр стоит пока еще не очень долго. Всего часов 6 или 8. Он еще слишком молод для того, чтобы его даже пробовать. Ему бы простоять несколько дней в прохладном месте. Он бы выпустил из себя еще немного сока и стал бы еще более плотным. Однако время не ждет. И мне не терпится показать, каким этот сыр стал уже сейчас. Минуточку. Знаете, в принципе, можно было бы оставить сыр вызревать вот так, как есть. Только, разумеется, в прохладном помещении. Можно положить его в рассол, в сильно соленую воду. Можно посолить сыворотку и положить сыр туда. Но я знаю, что сделать с этим сыром еще лучше. Я прямо сейчас попробую его, потому что пахнет он восхитительно. А сливочное масло, которое мы делали в предыдущей нашей программе,
Это просто шедевр. Полюбуйтесь. Итак, берем в руки лаваш, берем в руки нож, немножко масла, еще чуть-чуть масла. Вот так. И сыр. Первая проба. Ну как он? Удался или не очень? Видите, пока что этот сыр больше похож на творог. Но чем дольше он будет стоять, тем крепче и крепче он будет становиться. И, возможно, его еще несколько раз надо разрезать, чтобы из него вышло как можно больше влаги. Чем больше влаги потеряет сыр, тем больше в нем концентрация молочного белка и молочного жира. Соответственно, тем сыр и вкуснее. Но отведать вот такой молодой сыр, это тоже, я вам скажу, не маленькое удовольствие. Пожалуйста, дорогие зрители, пожелайте мне приятного аппетита, обязательно поставьте лайки этому видео и попробуйте приготовить такой сыр сами. Попробуем? Всего хорошего. До свидания.